Насладившись вдоволь побережьем моря и отдохнувшись чуть-чуть хотя бы на берегу и покупавшись в море, следует обратить внимание еще на один вид отдыха здесь. Он не менее очень и очень полезный для здоровья, не только для как физический вид отдыха, но и для ваших легких. Посмотрите, что вы видите за моей спиной. Это сплошная череда гор. Подняться туда, конечно же, пешком не стоит. Лучше договориться с кем-то и поехать туда на машине. И посетить их обязательно стоит, находясь в Алании. Почему? Потому что там воздух еще чище, еще свежей. Ну и вообще вид с горы на ниже лежащий город совершенно другой. Ну а как забраться туда? Только на машине. Ну это я так думаю. Собственно, поехали. Хотя, может быть, можно и пешком туда, кстати, забраться. Не факт, конечно, что быстро. А чтобы поехать с ветерком, я решил поискать транспорт. По пути попался прокат квадроциклов и улыбчивый владелец этого проката Ахмед. Стоимость аренды 3 часа $35. Все правильно. Вот, можно у него арендовать. Находится он здесь вот На перекрестке улицы Газипаша и улицы Анадолу. Открыто без выходных и всегда подскажет, куда съездить и что посмотреть в том числе. далеко? Да. На водопад. Недалеко. Рядышком. Недалеко. Если что надо, я здесь. Ха-ха, хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо. Я отказался от предложения Ахмеда по аренде за $35 квадроцикла, решив, что 3 часов для катания по горам мне не хватит. Нужно, на мой взгляд, минимум полдня или день. Возвращаясь домой по берегу моря, увидел машину соседей и рассказал им о своей идее забраться на горы. Они поддержали ее. На следующий день вся команда, включая собачку по имени Вита, была в сборе. И мы, забыв наметить маршрут, поехали. Заехав на гору на высоту примерно 500-600 метров, остановились и сделали привал, чтобы кайфануть от восхитительного вида и насыщенного кислородом воздуха. Поверьте на слово, на этой точке великолепно получается. Вот снимок, как будто вы на Марсе. А еще здесь очень сильное цветение цветов со сногсшибательным запахом. Восхитившись изумительным видом, немного походив по горной дороге, следует быть внимательными и смотреть под ноги. Восхищаясь видами, не стоит забывать о безопасности. Здесь обитают черепахи, змеи и много ящериц, ну а также пчел, ведь цветение здешних цветов привлекает их в большом количестве. Заблудившись на горной дороге, решили обсудить план дальнейшего движения, пока видно было хоть часть нашего пройденного пути. Ведь дальше начиналась настоящая дорога для квадроциклов и джипов. Да, и учитывайте еще один момент. Поднимаясь в горы, по пути встречается много больших и безобидных собак. Не бойтесь их. А заехав в горный лес, попадаешь... Это какое-то 4-е измерение. А почему такое ощущение? Потому что сначала ехали по серпантину, и по пути встречались коттеджи. А за поворотом резко начинается лес со сногсшибательным хвойным воздухом. Слушай, дорога все уже и уже. Прикольно. Смотри какая. Тут грибы должны быть. Не только грибы, и ягод должно быть много. Слушай, мы вообще куда едем? Ох, елки. Ну туда уж мы точно не поедем. Да, туда не поедем. Ну что, у нас бензин-то есть? Ёп? Я не знаю. Это дорога для местных жителей, Да, не здесь- для нас, для равнинных. Я бы сказал, не городских жителей уж точно. А куда едем? Не знаю. Вот идет же куда-то. Ну так нет. Направление, тут не дорога. Нет, ну Это тут вниз, а это куда?
Ну, там посерьезнее дорога. Ну, А это здесь... тоже вниз идет. Там серьезно, здесь серьезно. Учитывая, что мы едем по горной дороге, удивительно, нам часто попадаются перекрестки. А сотовой связи нет, навигатор не работает тоже. Так, мы как-то огибаем гору, что ли. Точнее, с нее спускаемся сзади, с тыла. Вот путешественники. Сейчас нам подскажут. А, спросим? Здравствуйте! А не подскажете на Стамбул прямо? Я бы тоже хотела бы это знать. К сожалению, не знаю. А, По-моему, какая-то дорога ведет на Сиедру. вот мы тоже ищем. Ну, мы так и не можем найти эту Знаем, Сказать другую дорогу. какую? Стопроцентную до Сиедры. Вам надо выехать на трассу до 400. Ну, на Демиртаж, который. Да, и как раз в сторону Демиртаж ехать. В ту сторону. Ну, мы были там, посмотрели по Там навигатору. будет поворот налево. Где-то вот мы повернули налево, но не там. Значит, надо было развернуться. У Демирташа или где-то там развернуться и наверное, повернуть. выедем. Так у Сиедры где-то там. с той Ну, стороны. понятно, ладно. А вы туда идете, в Сиедру? Я иду просто гулять. А, вы гуляете. Если дойду до Сиедры, будет хорошо. Нет, там Сиедры. Понял. Стой. Ладно. Христос воскресе! Да, Воистину, подписывайтесь на мой канал Кузнецов Николай. И как она не боится одна гулять? Пугался здесь один гулять. Я не людей бы боялась, я боялась собак, змей, вот знаешь, вот таких вот. Ну, это гадов, короче говоря. В любом случае, спасибо этой одинокой путешественнице за подсказки по дальнейшей дороге. Смотрите, желтые. Ну что же, а мы продолжаем наш путь дальше. Не очень быстро, так как дорога все-таки предназначена для более сильного протектора квадроциклов или джипов. Хвойный запах здесь стоит летом. Да и сейчас тоже. Смотрите, желтые, они как вот на доске наши, вот такие, красота. По пути любовались бесподобными и живописными видами. Представьте сами себя на нашем месте. Едем без навигатора, и тут включается внутри нас наш собственный навигатор. И А, я понял, куда мы сейчас. Мы вообще Все, я гору понял. обогнули. Да, мы обогнули гору. Всё верно. Большую-большую гору. Ну, здесь, конечно. так как эта дорога ведет вниз, следует быть внимательным. Попадаются повороты на 180 градусов. А на склонах горы выращивают все то, что мы потом купим в магазинах. И это, по нашим предположениям, Это оливки. А это фасоль. Фасоль? Да, вьющий. Че не здесь? Частная территория, тут нельзя выходить. Тут скажут, блин, ты что, бобов нарвал нашел? частная территория, но никем не охраняется. По крайней мере, мы никого не заметили, пока проезжали мимо. Ох, какой здесь еловый запах-то. Вот даже и такие лиственные вот только растут. Коля, ты не пристегнут, я смотрю, что у меня. Да. Хоть мы и ехали достаточно медленно, но все равно в целях безопасности на горной дороге надо пристегиваться. О, асфальт. О, слушайте, ну какая же красота. Как мы выехали, фаги, асфальт. Да, ну вот Асфальт. Асфальт. Вот и закончилось наше маленькое путешествие А по куда вы горам. собираетесь до этой дороги? Всем понравилось? Всё. О, по-моему. Все, выехали. Прямую. Дальше, двигаясь уже по асфальту, мы вздохнули с облегчением. Ведь и ехать можно быстрее, и значит мы скоро выйдем на верный путь к древнему городу Сиедра. Но перед тем, как поехать в Сиедру, наш четвертый член экипажа, собачка Вита, захотела в туалет. Нам потребовался привал. В комментариях к моим предыдущим видео один человек все время спрашивал про туалеты. Так вот, именно здесь, где мы сделали привал, оборудованных туалетов нет. Но они есть на пляже, на бензозаправках,
и торговых центрах. Спасибо. Здесь обогнули гору, ее здесь не видно за нами, потому что хвойный лес. Но воздух здесь, ну, восхитительный. Да, восхитительный, еловый, легкий. Здесь вкусный запах свежей хвои, какой когда-либо я вдыхал в своей жизни. Будете в Карпиджаке, обязательно сюда приезжайте, хотя бы воздухом подышать. Покушать, правильно, покушать этот воздух. Однозначный лайк этому месту. Отдохнув как следует на привале и насладившись изумительно вкусным запахом свежей хвои, мы продолжаем наш путь по трассе D400 вдоль берега моря к нашей изначальной цели, к древнему городу Сиедра. С этой трассы тоже иногда открываются очень неплохие виды на море, ну и на пляже в том числе. Следует заметить, к городу Сиедра лучше всего добираться на машине. И вот почему. Древний город находится на вершине горы на высоте 800 метров, а подъем начинается прямо тут же, как только мы свернули с трассы D400. И если верно свернуть, то по пути установлены указатели, их трудно не заметить. Видимо, местных жителей достали уже заблудившиеся туристы, ведь мы в начале пути тоже блуждали. На Анталийском побережье у подножия гор всегда что-то выращивают, от бананов до манго в теплицах. При подъеме попадаются участки пути с углом подъема до 35%, так что будьте внимательны. Такие старые типичные деревенские дома уже редкость. И если вам повезет, по пути вы встретите фермеров при сборе урожая бананов, манго или еще что-то съестное, обязательно подойдите и купите, а может вам дадут бесплатно. Чем выше поднимаемся, тем лучше открывается вид на море и небольшие поселки внизу. Вот здесь жить, обалдеть, вот в этом домике. 4 этажа. Ну вот мы на верном пути, везде указатели. Ну подъем здесь, конечно, если пешком идти, это не слабо. Ну а если после просмотра этого видео захотите подняться пешком к древнему городу Сиедра, имейте в виду, хоть дорога и пустая, но опасная. Восхищаясь видами, открывающимися с этой дороги, будьте внимательны. Под опасностью я имел в виду камни, которые падают со склона. Ух, булыжник упал. Опасные здесь места. А как же вы в Грузии? Там тоже булыжники падают? Там не то, что булыжники, там фуру придавили. Нифига. Там надо было ехать. Вот это да. С помощью монтажа ускоримся, так как я хочу показать вам всю дорогу целиком, чтобы вы понимали, стоит ли подниматься пешком или нет. А живописные моменты замечает даже собака Вита.
Чем выше поднимаемся, тем уже, на мой взгляд, становится дорога. И еще хочу заметить, во время подъема нам не встретился ни один пешеход. Представляю вниз на велике здесь кататься как. Можно улететь. Можно сократить путь по прямой. Да. Чуть-чуть осталось. Через 200 метров крутой поворот налево. Обалдеть. Вот он. А вот, мы приехали. Ну что ж, время в пути на машине 15 минут. Пешком займет это, наверное, час или даже больше. И даже Вита сказала, наконец-то приехали. Дальше наш путь к городу Сиедре продолжается пешком. На план-схеме показана часть города, чтобы не заблудиться. Вход бесплатный. Нам предстоит подняться еще на 80 метров вверх. Хорошо, что есть ступени, а также скамейки для отдыха. Теперь представьте, вы дошли до входа пешком в Сиедру, и еще нужно преодолеть часть пути по ступенькам. Это явно не для неподготовленных людей. Осматривая владения бывшего города и поднимаясь все выше, мы пока не увидели ни одной таблички, показывающей, что здесь было. Ну а так как аудиогида тоже не дают при входе, остается только один источник информации – это интернет. Когда мне показалось, что мы Все, мы на месте. Нет? Как нет? Вот. Вон арка. А, вход только там. Ну пойдемте. здесь весьма предусмотрительно поставили скамейку, точку отдыха, потому что дальше нас ждет еще круче. Подъем-то здесь тоже крутой. Уклон-то хороший. И только я сказал, что нет никаких информационных табличек с обозначением места, нам она тут же попалась. Главное, чтобы с переводом на русский. На табличке указана информация на английском и турецких языках. Сиедра была основана римлянами. Первое письменное упоминание о поселении относится к середине 1 века до нашей эры. Замечу, это по одной из версий. В период своего расцвета Сиедра была крупным портом и торговым центром. Чеканила собственные монеты сиедрионы. Город состоял из нижней части, лежащей на побережье, и верхней, расположенной на холме. После захвата в 18 веке южного побережья сельджуками Сиедра была заброшена. На бывшей центральной колонной улице можно увидеть множество лежачих каменных колонн. Остатки верхнего города, сохранившегося до наших дней, относятся к периоду расцвета 2-4 века нашей эры. Считается, что в это время здесь проживало около 5000 человек. Есть что поизучать. Кто живет в настоящем нашем мире. Слушай, ну это вообще-то сколько здесь труда человечества. Да. Реставрационные работы. Реставраторы ищут прошлое. Практически оно под ногами изучают.
Ну что ж, вот она такая вот пока крепость или город Сиедра, древний город Сиедра, что в Алании. И очень интересно здесь походить и посмотреть на все это дело. Но добраться очень непросто. Пешком практически невозможно, особенно по жаре. А теперь только представьте, когда-то здесь жили люди. Вели собственный бизнес, покупали, продавали, строили дома, планировали свою жизнь. Возможно, брали ипотеку на 20 лет. И тут, скорее всего, началась война. Сменилась власть, и все пошло по другому пути. И к началу 21 века здесь ходят немногочисленные туристы. И силой воображения пытаются понять, как же здесь жилось тогда, много лет назад. Одна из древних улиц города Сиедра. Здесь когда-то ходили люди, причем очень много, наверняка. Но зато здесь какой вид открывается на море, и непонятно, как же здесь люди жили. Высота, километр, может больше. И еще одна маленькая заметка. Если вы чувствительный человек к перепаду высот, вам потребуется при поднятии так высоко какая-то акклиматизация. Так что советую немножко посидеть на лавочке. Да, вид, конечно, открывается восхитительный. Я же поднимусь еще выше, чтобы посмотреть, как жил глава города. Ведь должен же глава города иметь отличный вид с высоты. Пока ищу дом, хочу заметить, туристов здесь очень мало. Их практически нет, так как рейсовые автобусы сюда не ходят. А добираются сюда только истинные ценители античных городов. Немного походив, побродив по макушке города Сиедра, мне кажется, я нашел то место, где и должен стоять дом главы города Сиедра. Отсюда открывается потрясающий вид. Алания как на ладони. Практически вообще прям вся. Да, вид отсюда сногсшибательный. А фотки получаются просто шикарные. На центральной улице, где сейчас лежит много колонн, проводились общие собрания жителей, она же была главной торговой улицей. Во все стороны уходили маленькие проулки. Смотрите, не потеряйтесь, гуляя по ним. Под ногами попадаются весьма красивые камни большого размера с узорами. Подножка под колонну. Нагулявшись по всем переулкам и проулкам, я серьезно устал, да и соседи уже пошли на выход. У меня есть рекомендация для вас. Летом сюда очень тяжело забраться, поэтому лучше здесь побывать весной, а лучше зимой, потому что здесь хоть и высоко на горе находимся, но на самом пике макушки практически, но очень жарко. И забраться сюда пешком тоже проблематично. Лучше на машине и часть пути пешком уже непосредственно по лестницам здесь внутри города-крепости Сиедра. И еще, по времени на посещение города закладывайте 1:20, а для истинных фанатов старины все 3 часа. Спускаемся достаточно быстро к нашей турбобричке, ведь впереди нас ждет еще одно место. Ну и подводя итог посещения этого древнего города... Как вам понравилось Сиедре? Это стоит увидеть. Это стоит прикоснуться ко всему. То, что люди в то время могли такое построить и сделать. А у меня маленькое пожелание к местным властям. Поставить побольше инфоплакатов или выдавать аудиогиды. А предыдущее поколение людей все-таки молодцы, что выбрали такое красивое место для города. Сели, пристегнули ремни и приготовились к турбоускорению. Как вы помните, нас ждет еще одно место. 3, 2, 1.
Выезжаем снова на трассу D400 и держим путь в то место, где, на мой взгляд, стоит побывать, когда будете в Алании. Прямо 7 километров. Эх, Алиса так все секреты расскажет. Выключаем ее. Мы доехали сюда прямо перед самым закатом. На мой взгляд, это самое атмосферное место. Когда будете в Алании, нужно встретить обязательно закат не только на побережье, там тоже очень красиво, но на одной из гор, на одной из вершин. Здесь не менее красивые места, и для встречи заката очень красиво.